Иллюстрация «Женщина бьет мужчину». Индия, 1875 год. Традиционно кажущиеся мужским, однако здесь доминируют женщины. Исследование партнерского насилия, того самого бытового, о котором так много говорят, показало, что ты, наверное, и так догадывался, но оправдывал или считал исключением. Шведское исследование. Женщины применяют физическое насилие к партнеру чаще, в 11% случаев против 8% у мужчин. Исследование американского журнала общественного здравоохранения 2007 года. Женщина является инициатором насилия в 70% случаев. Исследованием Центра по контролю над заболеваниями АИ 2001 года демонстрирует ту же картину. Женщина является инициатором насилия в 70% случаев. Мужчины реже женщин обращаются в полицию. Называются цифры в 5% против 30% у женщин. Всего 1 из 20 мужчин, подвергшийся насилию от партнера, обращается в полицию. Но даже обратившись в полицию, женщин задерживают реже, а иногда могут задержать и самого мужчину, потому что он крупнее, и неважно, что полицию вызвал он и что травма у него. Женщина на каждом слое системы в привилегированном положении. На нее не заявляют, реже задерживают, чаще оправдывают и отпускают даже в случаях убийства, а преступления в женском стиле, доведение до смерти или провокация гибели, могут даже и не проверяться следствием. Нашумевший в 2020 году случай с фактическим оправданием расчленившей мужчину соседки, которую отпустили в зале суда, наделал шум лишь, наверное, по какой-то случайности или намерению дать сигнал женщинам действовать. Случай с блогером-фармацевтом, муж который якобы нечаянно умер вместе с несколькими гостями, отравившись сухим льдом. Удивительная смерть. Муж фармацевтки покупает сухой лед на вечеринку. Уж не она ли его посоветовала? Фармацевт садится в безопасном месте и просто ждет, пока муж умрет, и наконец-то появится новая любовь, вероятно, со старым любовником. Или случай жены рэпера, которая расчленила своего мужа. Конечно же, чтобы сохранить ему репутацию. Как в это могут не поверить воспитанные женщины и мужчины? Воспитаны с идеализацией женщины, слабых и невинных, которым нужно служить и защищать. Вот и получается, что женщины в статистике преступлений в меньшинстве. Несчастных просто могут не осудить даже за жестокое очевидное убийство. Как, например, сестер Хачатурян. Заранее подготовленное убийство спящего. Сообщалось о мотиве, но просто на основании слов убийц, не подтвержденными даже их поведением, и записи скандала с, наверное, обычными для их среды оскорблениями на словах, практически на свободе, и дело, наверное, идет к оправданию или затягиванию до истечения срока наказания, которое они, наверное, проведут на свободе. Это случаи, попавшие в СМИ ввиду обстоятельств или известности участников. Однако сколько таких случаев не попадает в СМИ и отсутствует в статистике преступлений. Например, изнасилование мужчин. Женщины, наверное, считаются скорее мифом, при этом случаются они не так редко. Но до полиции доходят, наверное, единицы. А сколько вообще не исследуется на влияние женщины, которые безнаказаны даже в более откровенных случаях. Это, наверное, лишь вершина огромного айсберга. Айсберга, который вокруг. Происходящее не чудо. Просто перестаньте искать оправдания женщине,